Сегодня мы разберем эпическую 406-ю главу моей геройской академии, в которой Бакуга без шуток всецело осознал, как работает его собственная сила. То есть, будучи на пределе своих возможностей, этому безумцу удалось полностью пробудить свою причуду, и это просто невероятно. К тому же все за одного сейчас ловят дикие флешбеки и сопоставляют Кацуки со вторым обладателем причуды одного за всех. Мы давно наблюдали их поразительную идентичность во внешности. Так неужели настал тот самый момент раскрытия связи между Бакугой и вторым обладателем одного за всех? Так что погнали разбирать эту шикарную главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 406 глава манги моей геройской академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. К сожалению, в этот раз никто не поддержал монеткой оформления главы. Глава начинается с небольшого обновления информации со многих точек сражения. Битва возле госпиталя окончена, и сейчас все понемногу приходят в себя. Ному на острове Акута побеждены. Тору и Аояма, который все же выжил, в данный момент спасают пострадавших от растений противника. А вот сражение с Гашли, которому противостоят Рюко и Оджиро, все еще продолжается. Однако сейчас все внимание было приковано к главному полю битвы. Мидори против Шигараки и вернувшегося из мертвых Бакуга против ВЗО. О чем нам, собственно, говорит бедняжка Леди Наган, всецело осознающая огромную роль Деку в этом противостоянии. Ибо если бы не он, тогда бы Шигараки давно перебил бы всех, и тогда все старания всемогущего были бы напрасными. После чего повествование тут же переносится к невероятному взрыву Бакуга, и смотря на эту картину, Тошинори был шокирован не огромной силе этого взрыва, а тому, насколько быстро Кацуки смог настигнуть ВЗО и застать его врасплох. Затем меткий стрелок объяснил, по какой причине сила Бакуга так многократно возросла. Дело в том, что прямо перед своим смертельным ранением он находился в состоянии пробуждения своей причуды, поскольку в ходе яростного сражения Бакуга начал понимать принцип ее работы, из-за чего ему тогда удалось шокировать своей скоростью Шигараки, а теперь и ВЗО, который от такого внезапного мощного взрыва пробил своим телом несколькоэтажное здание. И противник вовсе был недоволен таким поворотом событий, осознав, что этого пацана нужно будет убить следующим. Вот только сейчас он решает не зацикливаться на Бакуга и сперва все же добраться к Томаре, поскольку убить его можно будет и позже. Сам же Шигараки вовсе не расстроился из-за того, что тот, кого он прикончил, в итоге выжил, говоря, что ему просто придется убить его снова. Вот только в данный момент здесь важнее были мысли Мидори, потому что все это время, только уклоняясь от атак противника, Деку таки не удалось найти способ справиться с разложением, быстрой регенерацией и сверхчеловеческой силой Шигараки, а поэтому он так же как и Бакуга решает действовать решительнее и применить последнюю возможность использовать причуду второго переключения передач. Вот только в этот раз ему никак не удастся избежать последствий, но несмотря на это Мидори использует причуду второго, и как по мне это решение главного героя уж слишком рискованное, поскольку если его авантюра не сработает, а дебаф в итоге получит, тогда ход сражения может резко измениться не в пользу героев. Так что будет интересно посмотреть, как же Деку выкарабкается из этой ситуации. Далее мы вновь переносимся к Бакуга, от которого ВЗО неистово ринулся в сторону Шигараки, ибо хоть по его словам атаки этого пацана были не так опасны, как, например, пламя Старателя, но он не мог больше позволить, чтобы какой-то мелкий герой, как он, еще больше ускорял его перемотку времени. Сам же Кацуки по виду сейчас был на 7-м небе от счастья, поскольку в ходе этого сражения он полностью пробудил
изучил и понял, как работает его причуда. И самый главный принцип ее действия – это боль. Ведь после того, как его потовые железы начали выделять взрывное вещество по всему телу, боль становилась еще больше, а соответственно и пот начал выделяться в гораздо больших объемах. То есть, если Бакуга лучше сконцентрируется на полученных болевых ощущениях, он сможет воссоздать взрывы и достигать скорости мощнее прежнего. После чего Кацуки тут же помчался к противнику на огромной скорости, не уступавшей даже ВЗО, который просто охренел от того, что кто-то подобный смог за ним угнаться. Да что уж там говорить, даже сам Бакуга был впечатлен его нынешним пределом. К тому же из-за того, что он постоянно ударялся об землю во время полета, его взрывная мощь и скорость только увеличивалась. Ранее Кацуки беспокоился, что он больше не сможет поспевать за ростом силы Мидори, но теперь, пробудив свою причуду, он чувствует, что сможет даже превзойти его, поскольку Бакуга не просто может двигаться на такой же скорости, как и его противник, в это же время ему даже удается еще и контратаковать его. Помимо этого, нам также еще показали и реакцию родителей Бакуга. Его отец не смог смотреть на это сражение и попросил то же самое сделать и его жену, ибо их сын противостоял просто ужаснейшему противнику. Но Мицуки не смогла отвести взгляд, поскольку переживала за Бакуга и верила, что даже сейчас он улыбается. С одной стороны, решение отца Кацуки не смотреть на битву их сына можно понять, ведь кто его знает, к чему это может в итоге привести, ибо ни один любящий родитель не возжелал бы смотреть картину избиения их ребенка. Но это они еще не знают, что ранее Бакуга уже чуть не погиб в битве на платформе Юэй. Все за одного же в ходе противостояния юному герою был сбит с толку и не понимал, почему же его так сильно раздражает этот пацан. И тут мы наконец-то приближаемся к раскрытию связи между Бакуга и вторым владельцем одного за всех, после чего нам показывают прошлые воспоминания ВЗО, в которых фигурирует как раз таки второй, на тот момент пока еще не обладатель одного за всех, а звали его Куда, который как раз таки и стал тем самым звеном, заполучивший причуду одного за всех от Йоичи. В этом и заключается ненависть ВЗО ко второму обладателю ОЗВ Куда, ибо если бы он тогда не протянул руку его брату, всего бы этого сейчас не было, и ему бы не пришлось сейчас так изворачиваться. И в то же время Бакуга, помимо внешнего сходства со вторым, также мешает антагонисту добраться к своей цели, вследствие чего, после того как Кацуки вновь впечатал его взрывом в здание, все за одного с яростью крикнул, что все это из-за тебя, Куда, на что Бакуга отреагировал с иронией, говоря, что у тебя совсем крыша поехала, я единственный и неповторимый Кацуки Бакуга. Что же, ребятки, эта глава была великолепна. Бакуга полностью осознал, как работает его причуда после пробуждения. Наконец-то мы узнали имя второго обладателя одного за всех. Если Кацуки таки будет продолжать щемить антагониста, тогда у него есть все шансы, чтобы прикончить его окончательно. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы ВЗО добрался к Шигараки и нагнал еще больше эпика, но что-то пока он сдает свои позиции. Однако, что более интересно, так это то, как же обернется главному герою его авантюра с переключением передач в последний раз. Так что ожидаем следующую главу, благо перерыва не будет. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm standing on the wall. Look at my passion ball.